Всем привет! Вы на канале Мама в творчестве. Вот такой вот рождественский веночек у меня получился. Если вы хотите посмотреть, как я его делала, тогда смотрите видео дальше. Итак, приступим. Для того, чтобы сделать такой венок, мне понадобился гофрированный картон. Я сделала вот такой вот круг. Значит, завязала петельку из шпагата. И сейчас возьму синтепон, который я предварительно нарезала тонкими полосочками, где-то 4 сантиметра. И буду уже приклеивать вот так вот по всему веночку. Для этого мне понадобится клеевый пистолет. И вот таким вот образом мне захотелось взять именно синтепон на подложку. Объясню почему. Потому что будет напоминать как бы снежок такой. Так. Ну, вот так вот, придерживая, слегка натягивая по всему веночку, клею синтепон. Сильно натягивать тоже не надо, слегка, чтобы он пышненький такой был. Вот здесь вот очень важно тоже краешек обратить внимание, чтобы закрыт был полностью картон. То есть аккуратненько старайтесь, чтобы не было никаких дырочек. Значит, итак, вот такой вот уже заснеженный веночек у меня получился. Дальше я буду брать шишки для декора и также буду использовать такую гирлянду. Еще у меня есть такие разнообразные шарики. Звездочку тоже, думаю, туда добавлю. Еще у меня есть вот такие вот веточки и подарочки. Итак, приступим. Буду клеить веточки. Буду приклеивать вот прям к основанию самой веточки, чтобы хорошо держалась. Так, клей. И смотрю уже по своему желанию, по своему вкусу, куда мне лучше приклеить. Значит, вот вверх у меня. Тут видно, вот так. И прижимаю, все хорошенько прижимаю. Веточек у меня таких немного, поэтому я уже буду их в хаотичном порядке клеить, но они уже за счет вот этого синтепона уже получается, что они как бы уже на снежочке, как будто бы. И немножко делаю так, чтобы выходили веточки за венок. Дальше также поступаю со всеми остальными веточками, которые у меня есть. Кстати, в процессе вот эти веточки, их можно поправлять. То есть они тоже вот гибкие очень, поэтому можно поправлять. Клей не жалею, чтобы веточки у меня схватились хорошо. И прижимаю, опять же, аккуратно с клеем, чтобы пальчики себе не обжечь. Итак, у меня, значит, есть большие шишки, поменьше немножко. Большие я буду приклеивать снизу, а те, которые поменьше, уже сверху. Значит, тоже берете шишечку, какая вам нравится. Смотрите, куда ее лучше расположить по вашему вкусу. Наносите клей на шишку так обильненько и приклеиваете. И так по всему веночку. Мне захотелось вот эту шишку сюда приклеить. Прижимать обязательно очень хорошо, чтобы схватился клей. Дальше
Нужно вот эту сюда. И так по всему веночку. Значит, я приклеиваю, вот у меня вверх, вот вниз, низ у меня. Я просто стою, так не очень удобно. Вот я повернула, то есть вот что получается. И, кстати, тоже очень важно вот заклеивать вот эти вот основания веточек, чтобы они не были видны. Итак, вот такой вот веночек получается. В процессе, если я захочу добавить шишки, я добавлю, пока оставлю место для игрушек. У меня вот такая вот звездочка есть. Беру эту звезду и буду приклеивать. Значит, вот здесь. Так, вот таким вот образом клею. Прижимаю хорошенько. И дальше уже буду брать подарочки. Вот такие подарочки и игрушки. Тоже буду смотреть, где мне больше нравится, чтобы они были. Вообще, конечно, крупные элементы лучше снизу расположить, чтобы они смотрелись гармонично, красиво. Чтобы не утяжеляли верх. Ну, это на мой взгляд, я так думаю. Значит, вот у меня еще есть вот такой вот подарочек. То есть декор дальше уже по вкусу своему вы можете делать. Значит, вот сюда я его определю. Ниточка не очень мне нравится, я ее подрезаю. Дальше беру игрушки. У меня шарики. Тоже буду их приклеивать. Хорошенько прижимаю. И так по всему веночку. Дальше я буду добавлять вот шарики поменьше у меня есть. Смотреть, куда. Сначала смотрю, куда мне нравится их расположить, потом приклеиваю. А если мне нужно расположить какой-то шарик, хорошо его подклеить, я вот веточки, чем хорошо, они как бы гнутся. Поднимаете любую веточку и клеите шарик, куда вам нужно. Есть у меня уже вот совсем такие малюшечки маленькие. Я их буду заполнять вот где дырочки есть, которые нужно заполнить. Буду их туда вставлять. Тоже хорошенько прижимая. Значит, чтобы закрыть вот эту вот часть звездочки, я тоже взяла вот синтепон, так немножко его растянула. Сейчас наношу горячий клей. Тут по краешкам, а там по самой этой штучке, по самому креплению. И как бы маскирую немножко. Так. Дальше мне понадобится вот такой вот веночек у меня получается. Дальше мне понадобится гирлянда. Сейчас я буду гирляндой этой тоже украшать свой венок. Значит, начинать я буду вот сверху отсюда. Так поверну, чтобы было понятно. Значит, тоже опять же беру клеевый пистолет. Наношу сзади немножко его. И приклеиваю гирлянду. И сейчас вот так осторожно, только горячо очень. Сейчас буду вот так вот по кругу как бы обворачивать веночек сам. Где нужно поправить, сразу поправляйте. Вот как вы хотите, чтобы у вас гирлянда смотрелась. И сзади вот этот кончик тоже будем приклеивать. Наносим и приклеиваем, прижимаем. Аккуратно опять же с клеем.
Вот здесь вот сверху осталось незаполненное место, поэтому я беру бусины и сейчас здесь вот подклею, так как мне нравится. По всему веночку тоже посмотрю, есть ли какие-то места, которые нужно заполнить. И эти бусинки под цвет буду приклеивать. Ну и последний штрих, как говорится, беру акриловую красочку и буду проходиться по шишкам. Вот так вот слегка примакивая по всем шишечкам, пройдусь белой краской. Можно также тоже захватить веточки и по веточкам немножко пройтись. Краска освежает очень, и даже по игрушечкам, если получится. Итак, вот такой вот замечательный новогодний веночек у меня получился. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первыми увидеть новые видео на моем канале. Всем спасибо за внимание, отличных выходных и праздников. Пока-пока!